дорогие друзья! Всем привет! А мы вас приветствуем из Вьетнама. Мы сегодня только приземлились утром в Сайгоне, он же Хошимин. Вылетали мы вчера, сегодня у нас 28 марта. И это видео будет про наш отель в Хошимине, где мы остановились на одну ночь отдохнуть между перелетами перед тем, как лететь на побережье. А до этого мы болтались в небе сутки. Да, как это было смотреть в предыдущих выпусках, что у нас там было, аэропорт Домодедово, наши перелеты, авиакомпания Emirates, все в предыдущих выпусках. Ну а сейчас про наш отель в Сайгоне, и называется отель Сайгон. Поехали! От аэропорта. Вызвали через приложение Grab. Точнее, в этот раз не совсем сами вызвали. Мы вышли, и там уже из аэропорта, вот они, видите, Grab приложение, можно заранее скачать себе на телефон. По нему очень удобно и дешево ездить на такси. Вот. Но мы вышли из аэропорта, нам там ушлые предлагают, показывают в приложении, типа вот туда ваши точки, вот сколько это будет стоить, поедете. Но у них там, конечно, своя комиссия заложена, это сразу было видно, потому что чуть дешевле, если сами, конечно, вызывать, ну, дешевле получается, но там разница, господи, там 300-350 рублей, когда ты устал, и чтобы не искать, где такси, которое ты сам вызываешь его водителя, то было бы удобнее, конечно, вот так вот взять и доехать. Да, устали мы очень, поэтому... Да, поэтому мы решили, что, ладно, 300 рублей, ну, как бы 300-350 рублей, не те деньги, которые, наверное, будем жалеть. Поэтому сейчас вот тихо едем до отеля. Отель у нас так и называется, в честь города, в который мы прилетели, это Сайгон отель. В этот раз мы выбрали его. Долго-долго выбирали, смотрели цены, что, где, как. Вот. В итоге выбрали именно этот отель, потому что было удобно его забронировать через один из сервисов, которым мы очень часто пользуемся в наших путешествиях, в основном по России. Но также этот сервис работает и за границей. И было удобно тем, что мы сразу платили своей рублевой картой, и нам пришло подтверждение. Причем я у них же потом написала, спросила, можно ли подтверждение местное. Ну, то есть вы же не напрямую, скорее всего, бронируете, а через там какого-то посредника. Ну, вот они нам прислали международное подтверждение как бы от отеля, что да, все подтверждено, отель у нас забронирован, полностью оплачен. Вот. Все ссылочки, где бронируем, всегда оставляем внизу под видео, спускайтесь, там все есть. Очень удобно, я сравнивала цену напрямую на сайте отеля, сравнивала цену на букинге, и получилось, что выгоднее было бронировать именно вот через этот сервис. Выгоднее в том плане, что цена плюс-минус точно такая же, а оплачиваешь ты рублевой картой. Ну, сейчас, конечно, проверим, как мы заселимся. Вот, вы это увидите, но я думаю, это все хорошо будет работать. Вот. Ну и вообще, если вы хотите путешествовать так же, как путешествуем мы, нам часто пишут, вот, вы так часто ездите. Мы не так часто ездим, но мы умеем урвать вкусные цены. Где-то забронировать, где-то посмотреть. Поэтому, если вы мечтаете путешествовать и не знаете как мы, да, и очень экономично, то обязательно всегда проходите по ссылкам, которые мы указываем внизу, потому что мы всегда делимся и наводками, и местами, и локациями, и все-все-все максимально пытаемся раскрывать внизу. Ну и, конечно же, мы всегда все показываем в нашем телеграм-канале. Да. Вот. А при этом, при всем, те, кто подписан на наш телеграм-канал, путешествуют одновременно с нами. Потому что видео на всех платформах уходит с опозданием. И, например, вот видео про Вьетнам выйдет уже в момент, когда мы уже вернемся из Вьетнама. Ну, так вот получается. А если вам что-то интересно узнать в моменте, когда мы путешествуем, чтобы мы там что-то для вас подсняли дополнительно, показали, то это, конечно, нам нужно переходить в Телеграм, подписываться и задавать нам там все вопросы. Сайгон отель. Красота. Получается, отель Шератон. Вот такой вот отельчик. В лобби отеля
Сайгон отель. Место, где посидеть. Стойка регистрации. Вот там вот. Угостили напиточками. Дали ключики. Все нормально. Наш ваучер все прошли. Все нас нашли. Поэтому все оплачено. Поднимаюсь на второй этаж. Номер у нас 201. Нам сюда. А вещи наши привезут чуть позже. Ну, как бы за нами сейчас пойдет. Наш номер у нас Deluxe. Вот, он отличается от обычного стандарта, то, что там не только окно, но как бы балкончик небольшой. Отельчик, конечно, немножко старенький, вот, но он стоил недорого, поэтому, в общем-то, я знала, за что мы платим денежки. При входе шкафчик гардеробный, очень много вешалок, вешалки хорошие, деревянные. Вот, есть даже тапочки вот такие вот, тапочки, кстати, новенькие, хорошенькие, вроде даже не юзанные никем, но, по крайней мере, особых таких вот юзанных не вижу. Здесь же есть у нас сейф, вот, сейф, конечно же, бесплатный, есть фен, вот. С этой стороны у нас ванная комната. Сейчас я попробую включить свет. Вот так, поярче. Вот, в ванной комнате у нас есть, получается, мыло. Какие-то наборчики. Ой, даже здесь наборчики, смотри, есть. И полотенчик для лица есть. Есть, наверное, расческа. Это, мне кажется, наверное... эти, как называется, палочки, да, палочки. Ватные диски, наверное, что-нибудь в этом духе. Санитар, ну, как бы короче, пакетик. Шапочка для душа это у нас. Это бритвенный станок. И даже зубные щетки есть. Вообще класс. Это прям очень классно. Чистенько. Здесь чистенько, все хорошо. Туалет. Душевая. Здесь 2 полотенчика. Здесь 2 полотенчика. И полотенчик для ног. Тоже достаточно так чистенько, приятненько. Неплохо. Вот. Дальше идем. Здесь получается, ну, приветственно наши напитки. Кстати, очень вкусные и со льдом приятные. Водичка бесплатная, кофе бесплатно. А вот это вот, типа снеки. И пиво в мини-баре, и всякие прохладительные напитки. Вот они уже платные. Вот. Если я правильно поняла. Да. Вот. Но цены... Если так переводить на рубли, ну, в общем-то, не такие уж и высокие. 2 удобные большие кровати, 2 подушки, 2 полноценных одеяла. Это прям очень хорошо. Чистенько, аккуратненько, все прям, все хорошо. Вот, да, потому что у нас все-таки первая ночь была бессонная. Розетки с каждой стороны есть. В этом плане все хорошо. Конечно, есть потертости вот такие вот. Видно, что отель не совсем новый. Вот, присутствует запах немножко такой. Но, говорю, мы не так дорого сюда заехали. У нас получается сутки 5,5 рублей за номер Deluxe. Ну, скажем так, вот драненькие это тоже меню. Можно заказать в номер себе еду. Вот. Ну, по шторкам, да, они такие, вот видите, немножко есть драненькие. Вот, но... Очень приятно нас встретили. Да, но зато есть такой вот балкончик. Небольшой свой собственный балкончик. На оживленную улицу Хошимина. Вот. В общем-то, главное чистенько. Вот. Мягкая, удобная кровать. Для нас кровать хорошая, и все, нам выспаться, да. переспать ночи. Да, поэтому, в общем-то, повторюсь, Ира, если ты знаешь, что отельчик не новенький, такой немножко старенький, а это так, ну, один из старейших отелей, то, в общем-то, вполне неплохо. Куда мы идем? Жрать. На завтрак. На завтрак, да, в отеле утро. Тут, я смотрю, выселился. Прям так активно все здесь
Номер даже свой не закрыл. Оставил. А здесь как-то, да, номера не закрывают, когда выселяются. Да, мы заметили. Вот чувак, который сейчас из лифта, с изумленным видом китаец, это был из того номера, который его, видимо, забыл закрыть. Вспомнил, решил спуститься вниз. Такой стоит, это второй этаж. А что творил с памятью? Приехали на завтрак с красивым таким видом. Смотрим, что у нас на завтрак. Это такая кукуруза отварная. Это рыба в панировке. Лапша. Что-то не пойму что. Что-то очень жареное. Это свиные сосиски. Это бекончик. Это у нас рис жареный. Это рис с чем-то еще. Какие-то булочки паровые рисовые. Вот это вот вьетнамская, тоже там с фаршем, типа как вот пельмешки, но очень с тонким рисом. Это что-то, видимо, острая свинина написано, как-то так. Здесь было соленые яйца утки, рисовая каша, суп из тыквы. Здесь у нас сок, питьевая вода, можно соевое молоко, свежее молоко, сливки, чай с лимоном, кофе. Вьетнамский кофе можно взять себе. Также можно сделать тосты. Здесь можно сделать себе, заказать супчик, либо яичницу, либо омлетик. И вот с этой стороны у нас есть какой-то сэндвич, овощи, сливочное масло, соусы и фрукты. А вот принесли соленые утиные яйца. Наш завтрак выглядит сегодня вот так вот. Кофе, какой-то сок, попробовать вот эти вот утиные яйца. На завтрак не фобо стандартно, а тоже с лапшой, но рыбный супчик, фрукты. В общем, вкусно. Если вы сейчас едите вместе с нами, то вам тоже приятного аппетита. Практически уже все попробовали, все съели. Из интересного, значит, постоянно доносят блюда. Так что мы пришли, вот там уже по каким-то блюдам были остатки. Все принесли, все пополнили максимально, независимо от того, что, в общем-то, через полчаса, наверное, завтрак заканчивается. А нам очень понравились йогурты. В таких баночках термостатные йогурты, безумно вкусные, прям очень вкусные. Конечно же, неплохо то, что фрукты есть. Папайя была вкусная, прям тоже неплохо. Ну, мои любимые. Я без них ни один завтрак. О, принесли еще драгонфрукт. То есть, вот, в общем-то, здесь по завтракам очень-очень даже неплохо есть. Мне кажется, на любой вкус и цвет есть что выбрать. Они... Thank you very much. Может быть, конечно, получается, что кажется вроде как не самая большая раздача, но, поверьте, лично мы наелись, и нам было очень вкусно. Сейчас еще допьем кофе, вот, с паровой булочкой. Вот эти паровые булочки, которые мы взяли, они с чем-то сладким внутри. Я так и не поняла, что это такое, но это именно сладкое. То есть я это больше как для кофе, использую что-нибудь такое сладенькое. Но сейчас, конечно, еще фруктики леди, которые там поднесли, и мы теперь тоже сможем съесть. Я же смотрю на эту булочку, она еще так розовым подсвечена, мне прям попочку, например. Прям вот Персик. да, такой прям помять ее хочет. Только мы хотели уйти, и тут принесли арбузик. Ну, конечно же, арбузик, который взяли.
подошло время сделать резюме такого вот коротенького видео про наш отель, про нашу первую ночь во Вьетнаме. Отель Сайгон 3 звезды, который находится в районе номер 1, можно сказать, в самом эпицентре города Хошимин. На чем мы, наверное, с плюсов? Основной плюс – это его расположение. Да. Здесь, конечно, в округе только одни пятизвездники типа Хилтона, Шератона, Le Méridien, да. Поэтому, если сравнивать ценник, в общем-то, с другими, со многими отелями, то ценник у отеля по расположению вообще просто шикарнейший. Здесь мишленовские рестораны, все такие бутики, типа Луи Виттона, все такие крупнейшие. Оперный театр. Да, самая такая движуха, самый центр. В этом плане у него еще хорошо, что можно спокойно по прямой дойти до того же самого рынка Бентхань, до музея, да, истории, там, до каких-то достопримечательностей. То есть в этом плане у него прям самое расположение топ. Не заблудиться, ничего, по прямой ходите, прям шаг лево, шаг вправо, одна достопримечательность, другая. В этом Торговые плане... центры все рядом. Да, так что если у вас еще хочет, помимо осмотров достопримечательностей, у вас желание походить, пошопиться по ресторанчикам, где-то вкусно поесть, то это прям класс. И при этом, если вы не хотите тратить огромнейшие деньги на проживание типа Le Méridien и Шератона. Но надо понимать, что отель старенький, и это чувствуется, то есть... Но заходишь в отель, и ты чувствуешь запах. Да, но есть такой, вы должны, в общем-то, понимать, что во многих стареньких отелях присутствует определенный аромат, скажем так, старины. Здесь он явно присутствует. И видно по какой-то вот мебели, по клацанности, так, оно есть. Но при этом, при всем, ты понимаешь, и это тоже чувствуешь, что отель любимый. То есть за ним стараются ухаживать максимально, насколько это у них получается. Чистота идеальная, даже шторы. Да, пусть дырочка есть, но шторы идеально чистые. Пыли практически вот в номере нигде нет. Даже под столом, в общем-то, вот вы не найдете там слоя пыли. Там, где вот там получается балка с вешалками, даже она протерта, сверху на ней пыли нет. Чисто, хорошо, полотенчики все чистенькие, ничем плохим не пахнут. Постельное белье кипельно чистое. В этом плане, то есть, если вы думаете, вот, наверное, старенький отель какой-то, в этом плане здесь очень комфортно, спалось нам шикарно. Плесени вообще нигде нет. Хотя, по идее, чувствуется запах сырости, да, то есть он присутствует. Но не сырости, видно кондиционер, потому что здесь и влажность какая-то, это влажность, же Азия. Да. То есть это надо, с одной стороны, понимать, что, да, у вас не будет блеск номера, там, что все новенького, да, хотя и в Шератоне, я думаю, можно найти к чему придраться. Но при этом, при всем, вот за ту цену, за которую, в общем-то, по крайней мере, да, мы заплатили, я считаю, что номер очень, вполне нормальный. И за эту цену здесь завтрак сногсшибательный. Опять-таки, мы читали, это, видимо, кому как. Кто-то писал, что завтрак скудный. Не знаю, по мне, очень даже классный завтрак. Хороший выбор фруктов, причем не одна позиция, а разная позиция. Вам могут сделать различную яичницу, омлет, яичницу. Я видела, что многие заказывали любой вариант из яиц, который вы хотите, вам сделают. Здесь даже можно заказать кашу, если она вам нужна. Какая-то вот отдельная, да, есть и горячие позиции, есть и салаты, супчик есть. Не знаю, я не знаю, что иной раз люди едят дома, да, но опять-таки, нет, конечно, может быть, здесь можно в Сайгоне найти еще более дешевые отели, да, их можно найти, здесь можно за 2000 рублей в сутки становиться. Но не факт, что это будет прям... Нас знакомые в такой отель попали. Да. Не знали, как убежать. Поэтому, я бы сказала, по соотношению цены-качества и по расположению отель прям, нам понравился. Нам понравился отель, то есть на одну ночь можно остановиться для того, чтобы сделать все дела в Сайгоне. Да. Поэтому в целом... И выспаться после. Но есть минус, это тоже надо понимать. Минус — это шумоизоляция. То есть у нас номер получается с окном и с балконом, и, конечно, это одна из улиц, хотя это не центральная улица, но недалеко от центральной улицы. И шум есть. Если вы нормально спите в берушах, и у вас они с собой есть, то вы будете, то есть вам не будет мешать шум с улицы. Но если вы, допустим, как она, не может спать в берушах, вы после ночного прилета, вы тоже будете спать. А если вы
выспавшиеся, чутко очень спите. да, то вам это может сильно помешать. В общем-то, мы понимаем, почему в Хошимине очень многие в отелях есть номера без вообще окон. Наверное, они тем самым пытаются убрать вот этот вот шум, то есть скрыть шумоизоляцию. Ну, просто надо понять, что это Вьетнам, и люди здесь, Хошимин оживает где-то в 5 часов утра. Да. Полностью. Да, и при этом засыпает тоже очень поздно. Очень поздно, да. Но я спала в берушах, плюс мы после ночного прилета, поэтому мы спали хорошо, кровати удобные, но по шумоизоляции тоже надо понимать, что в номерах шумно, с улицы шум будет чувствоваться. Ну, не факт, что в Шаратонах и во всяких пятизвездниках шума не будет. Ну, опять-таки, мы там не были, поэтому сказать ничего не можем. Это чисто наша такая догадка. Ну и также хотим сказать, что, в общем-то, рядом с отелем есть прям продуктовый магазин. Он буквально вот, ну, мне кажется, даже меньше, да. 50 метров от отеля, где можно купить и воду, и что-то еще. Ну, то есть, в магазине, как мы говорили, когда уже гуляли вчера по Хошимину, по Сайгону, можно расплатиться российской картой. Это вообще сногсшибательно. Union Pay здесь работает. У нас карта, это не реклама конкретного банка, Да. просто мы рассказываем, чем мы оплачиваем. Да, от Россельхозбанка Union Pay, просто, по-моему, это единственный сейчас банк, у которого есть карта Union Pay, которая вот работает за границей. Вот. Мы пробовали в нескольких местах, и в том числе в магазинчике. Это спасение. Просто, да, это спасение, то, что тебе не надо заморачиваться обменом валюты. Да, вообще, нам очень понравилось. Вот, так что это тоже спасение, имейте в виду, и магазинчик. это не реклама. Да, это не реклама. Нам банк за это не платят. Мы просто в восторге от того, что мы можем российской картой расплатиться. Это же вообще восторг. Вот. Ну, опять-таки, по расположению отеля это очень выгодно, очень Здесь комфортно. и кафешки разные на любой вкус и кошелек. Ну, как говорили, даже мишленовский ресторан рядышком есть. В общем, мы побежали дальше. У нас сейчас будет дорога в аэропорт внутренних авиалиний, перелет на побережье в город Дананг. Это все будет в отдельных выпусках. Так что подписывайтесь. Да, ну а на этом мы с вами прощаемся, как обычно, желаем крепчайшего здоровья. И хорошего настроения, что даже при шуме хорошее настроение мы всегда создаем себе сами. Пока. Мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернется.